Скит Ксилургу расположен на восточной стороне Святой горы Афон посреди густой дубравы на высоте 700 метров над уровнем моря между монастырями Ватопед и Пантократор и посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Дорога к скиту окружена лесом, и только с последнего поворота из-за густой зелени деревьев проглядывается двухэтажный келейный корпус обители, увенчанный куполом с крестом. На территорию обители Богородицы можно попасть через ворота с глухими, почти квадратными по форме деревянными створками. Двор скита вымощенный камнем и со всех сторон окружен постройками. С северной стороны возвышается келейный корпус с большими окнами и арочной галереей на первом этаже, которая придает постройке типичный южный вид. В центре внутреннего двора обители находится старая церковь необычной формы с низкими куполами. Еще в X веке она была освящена в честь Успения Пресвятой Богородицы. В восточной части двора, рядом с келейным корпусом, в тени векового кипариса, возведен храм во имя преподобного Иоанна Рыльского. Точные исторические сведения об основателе и первых насельниках обители, к сожалению, не сохранились. Однако по монастырскому преданию скит считается древнейшей русской православной обителью в мире, насельниками которой еще в X веке стали русские воины из дружины просветительницы Древней Руси, святой равноапостольной княгини Ольги. И это место – исток, колыбель всего русского монашества. Но, строго говоря, более 1000 лет скиту. Очень вероятно, что от княгини Ольги, которая приезжала принимать крещение в Константинополь. Оказавшись в Константинополе, они не могли не встретить монашествующих, а увидев монашествующих, разумеется, прослышали про Афон. И это место, оно удел Матери Божией, не могло их не впечатлить. В те давние времена на этом месте уже существовала небольшая обитель Манидрион, посвященная Успению Пресвятой Богородицы и заселенная иноками из греческих земель. Само место здесь лесистое, прохладное. Для Греции, конечно, вот это такое дефицитное место, когда прохлада, роса, влага с морской поверхности. Топоры, дерево – это излюбленное ремесло, поэтому началось строительство активное. И потому и прозвали скит Ксилургу, что братья начали строить срубы здесь, храм, кельи. Ксилургу означает древодел. Всем известно термин ксилография, ксила, древесина. Видимо, удивили они этим ремеслом местных монахов. И вот такое наименование за скитом осталось уже на века. Первое письменное упоминание о древнерусском монастыре на Святой горе и его настоятеле относится к 1016 году. В библиотеке монастыря Великая Лавра хранится документ, подписанный протом Святой горы Никифором и игуменами всех святогорских монастырей. Среди них на 14-м месте стоит подпись игумена Герасима, которая сопровождается надписью «Герасим, монах, милостью Божией пресвитер и игумен обители Росса». В 1030 году игуменом Ксилургу уже был монах Феодул, оставивший свою подпись на взаимном акте монастырей Есфигмен и Ксилургу. В этом же году игумен Феодул за 22 монеты купил одну из келей, предназначенных к продаже по смерти Димитрия Халкиоса.
В это же время он получил в подарок от игумена Доментиева монастыря Григория одно запустевшее место у моря и построил там дом с сараем для своих лодок. Преемником игумена Феодула стал его племянник Иоанникий. При нем этот дом был разорен монахами Доментиева монастыря, и игумен Иоанникий пожаловался на них византийскому императору Константину IX Мономаху как верховному владыке всего Афона. По его указу игумен Григорий уступил Иоанникию новое место в 8 саженей ширины и длины напротив пристани монастыря Филадельфа, а Иоанникий дал за это 6 монет. Внутренняя монашеская жизнь обители Ксилургу в это время протекала в исполнении иноческого правила и ведении скромного хозяйства, являвшегося главным средством пропитания для монахов. Своего наибольшего расцвета древнерусская Афонская обитель достигла при правлении на Руси сына святого Владимира, великого князя Киевского Ярослава Мудрого. Так, в акте от 1048 года, хранящемся в архиве монастыря Старый Русик, византийский император Константин IX Мономах именует русскую обитель Богородицы Ксилургу царской лаврой и разрешает в спорных вопросах обращаться к самому императору, минуя протат Святой горы. Уже в этот период монастырь имел развитое хозяйство. У него была собственная пристань, суда, хлебная пашня и мельница, а от пристани к монастырю была проложена дорога. Здесь, в Ксилургу, совершал свой монашеский подвиг преподобный Антоний Печерский, родоначальник древнерусского монашества. История скита тесно связана с жизнью известного святого, преподобного Антония Киево-Печерского. Именно здесь он получил благословение старца, постриг и насадил афонское монашество на русскую благодатную землю. По византийской традиции монах, получая постриг, если потом духовно возрастает и основывает обитель, то он называет ее в честь своей материнской обители, где он именно принимал постриг. И это такое явное подтверждение тому факту, что жизнь Антония Печерского связана с нашей русской обителью. Позже, по благословению старцев обители, святой Антоний Печерский перенес Афонский устав и на Русь, основав по афонскому образцу Киево-Печерскую Свято-Успенскую обитель, которая стала центром и школой древнерусского монашества и просвещения всей Руси. Из житейских списков известно, преподобный Антоний в миру Антипа прибыл на Афон из Любича еще совсем в юном возрасте. Пробыв на Святой горе около 13 лет, он в 1013 году первый раз возвращается в Киев, а в 1015 году вследствие междоусобной смуты после смерти святого князя Владимира и убийства святых Бориса и Глеба он вновь возвращается на Святую гору, где подвязался в уединенной пещере близ монастыря Есфигмен, вплоть до своего окончательного возвращения в Киев. По монастырскому преданию, именно в этой пещере, вырытой в утесе над монастырским причалом, уединился в молитве преподобный Антоний Печерский. В память об этих событиях над пещерой, где он отшельнически подвязался в 1849 году братьями монастыря Есфигмен, была построена небольшая церковь в его честь, а рядом кельи для жития безмолвного. Радуйся, Антония, монашеского в России жития, первоначальничая. Радуйся, Антония, монашеского в России жития, первоначальничая. Силы Божию укрепляем в Отечестве. Твоей земной оставился Антоний Богомудрый, и в жребии Богоматери, в Святую Афонскую гору удалился Иси, да там обращаешь пристанище тихо ко спасению, и навыкнешь иноческому равноангельскому житию, его же ужалел Иси, да сподобишься благоприятного славословите, Творца всяческих Бога пейте Ему,
Аллилуйя. Аллилуйя. Да, окошечко новенькое тоже. С начала XI века монахи Ксилургу отправляются в Восточную Европу, распространяя на эти земли афонские духовные традиции. Так, после 1018 года в Польшу был направлен русский инок с Афона, который по стриктам преподобного Моисея Угрина в монахи, а в 1225 году на Почаевской горе русский святогорец, преподобный Мефодий, основывает обитель, известную сегодня как Свято-Успенская Почаевская лавра. Место, на котором она находится, до сих пор называется Святой горой. Обитель Ксилургу издревле являлась местом как подвижнических, так и ученых трудов. Согласно описи 1142 года, здесь находилось 49 русских книг на 25 человек братьев. С начала XII века обитель пополняется новыми насельниками из Руси и, уже не вмещаясь в первоначальном монастыре, стала приобретать опустевшие кельи в округе. А в 1169 году, когда игуменом Ксилургу был монах Лаврентий, священный Кинот передал русским святогорцам находящийся неподалеку древний монастырь Фессалоникийца во имя святого целителя Пантелеймона, ныне известный как Старый Русик, и одновременно принадлежавшие ему кельи в столице Святой горы Карее. Посему-то, с общего согласия всего сословия и всего старейшинства, сегодня мы даем, передаем и отдаем означенную обитель Фессалоникийца честнейшему монаху, господину Лаврентию и его монахам с принадлежащими ей на Кареях кельями и всем ее объемом и обдержанием, и со всеми ее правами и преимуществами, полями и прочими движимостями и недвижимостями, чтобы они имели ее и распоряжались ею во все последующие непрерывные времена самоправно и властно, сделали ее истинным монастырем и поступали с нею так, как законы и божественные священные правила заповедуют поступать людям, управляющим делами. Итак, будь ты, монах господин Лаврентий, духовный брат, к тебе теперь обращается слово мое. От нынешнего дня владыка и господин обители Фессалоникийца, и делай с нею что захочешь, никем не возмущаемый и не беспокоимый, и ни малейше не тревожимый. Ни мы сами, ни будущие после нас проты, экономы, игумены и прочие под каким бы то ни было благовидным предлогом не могут ни самую обитель отнять у тебя или у следующего за тобою, не потребовать что-нибудь от обители из ее движимостей и недвижимостей, ни от принадлежащих обителей полей отделить что-либо по частям или целиком, ни для присвоения себе самим отделяемого, ни для передачи одного другому лицу. Подписано рукою смиренного монаха Иоанна, прота Святой горы и еще 12 игуменами афонских монастырей 2 августа 1169 года. Этим же актом прота Святой горы обитель Ксилургу была сохранена за русскими монахами, но потеряла свою самостоятельность и была подчинена новой русской обители как приписной монастырь. В те годы русских монахов интересовали монастырские уставы и практика умной молитвы, принятая на Афоне. Так, в конце XIV века Святую гору посетил архимандрит Нижегородского Печерского монастыря Досифей. Он писал: «Святогорцы каждый день прочитывают половину псалтыри и по 600 Иисусовых молитв, в то время как на Руси псалтырь вычитывалась монахами только Великим постом». В XV веке в скиту Ксилургу, изучая книжное собрание обители, стяжал в себя наибольшее духовное богатство преподобный Нил Сорский, основоположник русского скитского жития. Он писал: «Живя наедине, занимаюсь испытанием духовных писаний.
прежде всего испытываю заповеди Господни и их толкования. О всем том размышляю, и что нахожу богоугодного и полезного для души моей, переписываю для себя». Последующая история скита Ксилургу вплоть до начала XIX века практически не прослеживается. Однако в записке, поданной в 1561 году афонскими старцами русскому правительству, во время их пребывания в России для сбора пожертвований, упоминается о принадлежности обители с названием «Богородица» русскому монастырю святого великомученика Пантелеймона и указывается ее нынешнее местоположение. В начале XIX века обитель Ксилургу становится общежительным скитом, и с 1837 года по соглашению с господствующим монастырем Русик скит был заселен болгарскими иноками. В 1820 году братьей обители был построен храм во имя преподобного Иоанна Рыльского, а в 1885 году двухэтажный корпус келий с большим параклисом во имя святых Кирилла и Мефодия. К началу XX века в скиту проживало до 30 монахов, в основном болгары. Балканские войны, Первая мировая война, революция в России осложнили и без того бедственное положение обители. Практически прекратился приток новых иноков, и немногочисленное братство стало резко уменьшаться, а события Второй мировой войны привели обитель к тяжелому экономическому кризису, и скит окончательно обезлюдил. По свидетельству очевидцев, в 1972 году в опустевшем скиту жили 2 престарелых болгарских инока, а вскоре хранить в одиночестве древнейшую русскую церковь и первоначальную русскую обитель на Афоне остался один монах, отец Ефимий. Он прожил в скиту до своей кончины в середине 80-х годов и был похоронен рядом с соборным храмом Успения Пресвятой Богородицы. После кончины отца Ефимия в скиту подвязался один единственный насельник – схимонах Иаков, получивший послушание от игумена монастыря святого Пантелеймона архимандрита Иеремии. Несколько раз ему в помощь присылали молодых послушников, но они не выдерживали убогой жизни в отдаленном скиту и уходили обратно в монастырь, где не было нужды ежедневно преодолевать самые насущные проблемы. В 1989 году в обители случился страшный пожар. В отсутствие телефона отец Яков был вынужден пешком отправиться за помощью в Корею. За это время в огне сгорел братский корпус и библиотека. При этом огненная стихия не затронула ни одного храма обители. В 2001 году престарелый скитоначальник переселился в Пантелеймонов монастырь, а в Ксилургу обосновались несколько молодых иноков и послушников во главе с иеромонахом Николаем Генераловым. Тогда же с помощью реставраторов из Санкт-Петербурга начались первые за многие годы работы по восстановлению древнейшей русской обители. Это Божие благословение – быть насельником богородичного скита Ксилургу на Афоне, вспоминает иеромонах Николай Генералов, в те годы насельник обители. Здесь сам воздух пропитан Иисусовой молитвой, а братья у нас раз-два и обчелся. Мы все простые посланцы монастыря. Нам скит еще не передавали и, наверное, не думают передавать. Мы пребываем здесь, что называется, в небесном славословии. Паломники нас не забывают, поэтому стараемся по милости Божией каждый день служить. А между собой называем себя так: я – сторож номер 1, отец Агафодор – сторож номер 2. При этом он у нас самый молодой кандидат богословия. Инок Орест – сторож номер 3. Вместе с ним тогда в скиту подвязался и иеромонах Мартиниан Сенегаев, потративший много сил на восстановление обители. Он был примером терпения и смирения для других монахов, при этом обладал недюжей силой и по праву считался самым сильным монахом на Святой горе. Новый этап в жизни скита Ксилургу
начинается с посещения его в июне 2013 года патриархом московским и всея Руси Кириллом. В этот период обитель находилась в плачевном состоянии и постепенно разрушалась. Вы знаете, я вот здесь был сколько же лет тому назад? Ну, скажем, лет 10 тому назад. Вот этого ничего не было, стояло все. Когда вот это рухнуло? Ну что, надо было все это увидеть, понять, что, братья, нужно силы направлять на то, чтобы нам сейчас в первую очередь, конечно, пускай там все идет, Пантелеймона, как за и Русик потихонечку, но вот сюда надо силы. Вся языки славянские утвердите в православии единомыслии, умереть мир и спасти души наши. Именно здесь поселились русские иноки, и через 3 года мы будем праздновать тысячелетие русского присутствия на Святой горе Афон. Началось все отсюда. И затем уже Старый Руссик, и затем совсем сравнительно недавно Новый Руссик, Свято-Пантелеймон монастырь. И поэтому особое значение имеет это место. Сейчас большие работы проводятся по восстановлению Свято-Пантелеймонова монастыря и Старого Руссика, но задача заключается и в том, чтобы в самое ближайшее время полностью восстановить, реставрировать Ксилургу как наш первый монастырь, с тем, чтобы тысячелетие присутствия русского монашества на Афоне мы тут могли встретить в благолепном месте, и чтобы восстановление этого монастыря свидетельствовало о нашей признательности всем тем инокам, которые на протяжении 1000 лет поддерживают здесь неугасимо огонь лампады русского монашества. Знаю, как паломники наши русские любят это место, и полагаю, что по мере осуществления восстановительных работ все больше и больше людей будут приходить сюда и получать здесь духовное утешение. По завершению визита патриарха Кирилла было принято решение о выделении средств на восстановление обители, и в скиту Ксилургу после долгих лет забвения начались масштабные реставрационные работы. Сегодня восстановлен весь комплекс строения обители. Отреставрированы храмы, завершено благоустройство внутреннего двора и прилегающей территории с садом и огородом. Отремонтирована дорога, ведущая к скиту. Отреставрирован соборный храм обители, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Это один из древнейших храмов на Святой горе и относится к X веку. Здесь хранится самая главная святыня скита – чудотворная икона Божией Матери «Сладкое лобзание», и с ее обретением связано следующее предание. К счастью, я в свое время застал в этой обители последнего из старейших насельников болгарина, монаха, отца Ефимия. Вот он и рассказывал, что чудотворная икона Божьей Матери была обретена чудесным образом на кипарисе, который рос во дворе обители. Теперь этого кипариса уже нет, его совсем недавно спилили, так как он был огромных размеров и очень высоким. У меня где-то даже снимок сохранился. В храме Успения Пресвятой Богородицы монахи обители бережно хранят мощи многих святых. В храме мощевики, вот мощи преподобных мучеников у нас есть Ефимия, Игнатия, Акакия, Григория Богослова, святителя Иоанна Златоуста. Паломники, посещая Святую Гору, прикладываются, знакомятся с греческими святыми, византийскими святыми, афонскими святыми. А для того, чтобы греческое население как-то больше знало о российских святых, вот у нас тоже иконы и мощи
особо чтут греки воина Ясенецкого, архиепископа Луку. Ятрос, врач, так они его называют. Знают и Серафима Саровского, и Сергия преподобного Радонежского. Икона с мощами святителя Игнатия Бринчанинова, воина праведного Федор Федорушаков, который должен быть очень хорошо знаком грекам, но, к сожалению, не все знают его. Освободил от турецкого ига флот его на Керкере, разбил турецкий флот. И икона с мощами всеми чтимого преподобного Силуана Афонского, насельника нашего Свято-Пантелеимонского монастыря. Еще один храм обустроен на втором этаже келейного корпуса, над трапезной, и посвящен святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Также проведена реставрация храма во имя преподобного Иоанна Рыльского, построенного болгарскими иноками в 1820 году. А сейчас мы находимся в храме Иоанна Рыльского, который болгары построили в честь своего особо чтимого святого. Так же, как на Руси чтят преподобного Сергия Радонежского, настолько же чтимый и Иоанн Рыльский. Многие знают, что Иоанн Кронштадтский имел своего покровителя. Это был Иоанн Рыльский, святой, в честь которого наречен Иоанн Кронштадтский. Храм обновили, реставрировали, в таком благолепном состоянии находится, уже готов к торжествам. Конечно, еще много предстоит сделать для возрождения духовной жизни Скитак-Силургу. Но уже сегодня, по воле Божьей и при поддержке многих людей, происходит возрождение этой древнерусской обители, которая с тех далеких времен являлась духовным центром православия, связавшим и тесно соединившим Киевскую Русь со Святой горой Афон. Отсюда, 1000 лет назад, преподобным Антонием Печерским впервые было перенесено и утверждено на Руси православное монашество. И с тех пор Афон и его духовные традиции на протяжении многих веков играли исключительно важную роль в развитии духовности и культуры восточнославянских православных народов, повлияв на их самобытность и неповторимость. И очень важно, что в этом качестве Святая гора Афон выступает и в наши дни.